Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Суббота, 21 января. Рад приветствовать всех на канале Честный трейдер Дмитрий Анискевич, где мы говорим о сделках, о поисках точек входа исключительно в начале тренда. Предлагаю по традиции подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал. С понедельника напоминаю, что у меня стартует закрытый чат интрадей, где мы будем искать точки входа в начале тренда, рассматривать различные монеты, будем проводить стримы, будет очень много чего интересного. Соответственно, кто желает подключиться, прошу обращаться ко мне в личное сообщение. Это вторая попытка записать данное видео. Вчера на половине обзора почему-то оно решило отвалиться. Соответственно, сегодня уже исправляем данный косяк. Ну что, поехали по рынку, посмотрим, что у нас случилось вчера. Предлагаю посмотреть первый такой фактор, значит, это индекс страха и жадности биткоина, который в текущий момент времени составляет 53 пункта. Вчера это был еще показатель 51, но, видимо, на эйфории начали подключаться дополнительно участники рынка, покупать, соответственно, рынок переходит все ближе и ближе к определенной жадности. То есть следующий переключатель, да, следующая зона, это уже зона жадности и экстремального, чрезвычайная жадность. Да? Данный показатель может свидетельствовать о том, что рынок в ближайшее время получит определенное развитие в виде, я бы так сказал, нисходящей тенденции, потому что мы понимаем, что рынок всегда ходит за ликвидностью. Те участники рынка, которые глубоко доверяются только росту или только падению, их часто рынок наказывает. Давайте посмотрим, что у нас происходит по карте ликвидации от сервиса CoinGlass. Мы видим, что вчера на этом росте у нас было опять ликвидировано 235 миллионов шортов. Ну, не пропустили и лонгов. Также смыли на 21 миллион. То есть достаточно высокий показатель. И уже которую пятницу подряд рынок не дает спокойно уйти на выходные. Несмотря на то, что под конец вечера торги уже по классическим рынкам затихают, и многие участники уходят отдыхать, на рынке криптовалют просыпаются определенные участники, которые доводят состояние графика до того, что мы с вами видим, да, то есть против всех, скажем так, законов и канонов рынка, против всех индикаторов, рынок идет просто против толпы, то есть определенные паттерны ломаются, значит, показатели на индикаторах, и любая, скажем так, красная свеча тут же превращается в зеленую и более еще импульсную. Поэтому в этом плане, конечно, не дают спокойно закончить торговую неделю. Значит, что по поводу рынка? Давайте смотреть. Мы получаем. Посмотрим для начала, значит, индекс доллара, который является, да, основополагателем, в принципе, всех движений на рынке. То есть вчера под закат американской торговой сессии мы получили нисходящую тенденцию, что позволило основным рынкам, в том числе и фьючерсам, Dow Jones, S&P 500 вырасти. Пока в данный момент рисуется у нас, да, финальная диагональ в этом инструменте. Ну, где она получит свою остановку, ну, будем смотреть по факту. На следующей неделе, кстати, очень важная выходит новость. 26 января нас ждет публикация ВВП США. Это будет у нас четверг. Соответственно, рынки будут в ожидании этой важной статистики. Ну, будем смотреть и принимать какие-то торговые решения в моменте тогда, когда будет выходить данная новость. То есть сейчас мы находимся по индексу доллара на определенной поддержке. Я ожидаю развития коррекционного движения. Нормально абсолютно по законам рынка. Вот у нас был нисходящий импульс от фактически 115 пунктов. Соответственно, ну, какая-то коррекционная фаза может развиваться вплоть до 23 уровня по FIBA, 38 или 50. То есть 50 это отличная зона для коррекции. Безусловно, если это произойдет, то мы получим определенный нисходящий импульс на крипте. Давайте посмотрим, что у нас с графиком доминации USDT. Вот она, вчера родная полилась.
Да, у нас была какая-то определенная остановка на этом уровне. И как бы все говорило о том, что мы должны пойти на ретест значит, того конечного диагональника, который у нас был сформирован. Но пока участники рынка приняли такое решение, мы опять ушли, восстановили, скажем так, структуру нисходящего тренда. Соответственно, ну, где она будет остановлена, ну, будем смотреть. То есть сейчас эта зона у нас будет выступать 7% зоной сопротивления. Поэтому это очень важно понимать. И, в принципе, за этим графиком надо следить. То есть мы понимаем, что когда происходит резкий слип по доминации USDT, то деньги переходят из долларов в покупки биткоина, эфира и других альткоинов по рынку. Соответственно, как бы это имеет важное значение. Давайте смотрим доминация. Вот и ожидаемые 44%, которые выступали долгое время магнитом движения. Значит, это сильнейший уровень сопротивления. Фактически мы приближаемся к 61 уровню по Фибоначчи. Мы знаем, что 61 уровень это очень сильный уровень, когда инструмент останавливает свое импульсное движение. Значит, если здесь будет поставлена какая-то вторая волна, то можно ожидать дальнейшее снижение в рамках третьей, четвертой волны. Ну, я говорил уже свои ожидания по рынку, поэтому, в принципе, пока рисуется так. То есть доминация биткоина на себя перетягивает, с одной стороны, значит, ликвидность вытягивает из альткоинов, ну, с другой стороны, растет сам биткоин. Поэтому, как бы, эти два фактора взаимоувязаны. Ждем подхода цены в область этих ценовых значений, в область этих параметров. То есть доминация растет, то есть из 100% значит, рыночной капитализации доминация битка составляет 44%. Достаточно высокий показатель. Да, это не самый высокий показатель, который у нас складывался по рынку, но в целом он достаточный для того, чтобы на себя перетягивать одеяло, скажем так, и высасывать ликвидность из альткоинов. То есть, ну, мы подходим мы находимся, скажем так, в очень важном уровне сопротивления. Да, есть еще у нас сверху вот эта зона, но если мы будем к ней подходить, то, конечно, доминация может продолжать расти дальше, но я ожидаю сейчас коррекционную фазу по доминации, ну и продолжение ее нисходящего движения. Давайте смотреть, что у нас по факту происходит с биткоином в настоящий момент времени. Сейчас только что прошел определенный импульс. Я хотел показать ту структуру интересную, которая у нас виднеется на графике. Значит, безусловно, искать сейчас какие-то точки входа, что в лонг, что в шорт, ну просто неразумно. Мы видим, как любой, скажем так, любая тень, которая на графике оставляется монетой, она тестируется, она закалывается, снимаются определенные стопы. То есть это длится и повторяется бесконечно. То есть структура тренда у нас находится четко восходящая, это видно по всем таймфреймам. Значит, определенная зона поддержки сейчас находится у нас, граница долгосрочного тренда находится здесь. То есть это основная поддержка в области 20 500 долларов, которая, ну, при подходе к которой может ожидаться какая-то реакция поведения цены. Соответственно, смотрим, наблюдаем. Значит, что я хотел показать, на что обратить внимание. Значит, у нас формируется достаточно интересный паттерн, который называется краб. Я сейчас его покажу. Это медвежья структура. Безусловно, это гармонический паттерн, который является медвежьей формацией. Ну, понятно, что на паттерны мы особо не ориентируемся, но как бы они выполняют интересную свою определенную функцию, и зачастую они отрабатывают. Да, они могут отрабатывать не со стопроцентной уверенностью, со стопроцентным результатом, но давайте проанализируем просто то, что у нас и то, что я вижу на графике. Значит, у нас была импульсная формация, это крах FTX, который привел к такому сливу. Значит, данный крах получил первичную зону коррекции в области 50% по уровням Фибоначчи. Мы видим, что вот эта линия АБ, она при данной структуре краба
она имеет склонность, значит, тестироваться от 38 до 61%. То есть мы получили достаточную коррекцию в зону 50%. Значит, это образование волны понятно. Далее у нас есть формирование волны BC. Вот оно виднеется. И, значит, расстояние от точки А до точки С находится в норме от 38,2% до 88,6%. То есть у нас 71%. Тоже достаточное основание. Значит, сейчас мы ищем импульсную волну CD. Ищем точку D, где же она может остановиться. То есть, опять-таки, при данной формации нормальная вилка находится в диапазоне 2.24-3.618. То есть, мы приблизительно приближаемся к верхней границе данных значений. Да, мы можем растянуть эту волну еще выше. И этому есть свое основание. Сейчас мы перейдем на волновую теорию. Да? То есть, мы, в принципе, можем получить какой-то дальнейший рост, там, не знаю, в область там, 24 тысяч, там, ну плюс-минус, да, мы не вангуем, просто пока видим то, что складывается у нас на графике. Ну, соответственно, какое-то еще растяжение в рамках волны CD может иметь место быть. Обычно такие гармонические паттерны стремятся к возврату в область начала тренда. Область начала тренда — это точка С. Или мы видим по графику, здесь находится очень важная полка поддержки, 17 тысяч долларов. Да, дойдем мы сюда или нет, мы пока не знаем. Но опять-таки у нас есть некоторые намеки с анализа волновой теории Эллиота, которая может нам подсказать, куда мы можем прийти и спуститься. То есть вот прямая картограмма того, что может быть. То есть у нас есть определенные полки, объемы, а цена обычно при импульсном росте, при импульсной формации имеет свое свойство возвращаться, тестировать покупателя. То есть у нас не было коррекции уже давно. Мы растем фактически с начала 2023 года. Поэтому, безусловно, структура тренда у нас восходящая. Да. Искать сейчас шортовые сетапы при таком поведении цены не стоит. То есть ближайшая полка поддержки у нас находится на отметке 20 500 долларов. Как сейчас будет развиваться дальнейшая импульсная формация, мы не знаем. Поэтому идти против рынка совершенно не стоит. Любые шорты сейчас будут выноситься, они выносятся, мы это видим, как на импульсе цена и на объеме проходят достаточно большие расстояния и движения. Давайте посмотрим, кстати, что у нас по стакану ордеров в моменте находится. Что нам говорит сервис? Значит, у нас основные блоки сосредоточились на отметках. Вы все видите, 23 тысячи долларов. Плюс-минус. Вот они стоят, ребята. Это прижимные блоки, которые пока не пускают цену. И они как мухи улетают очень быстро, когда цена подходит в эту область. С другой стороны, мы видим поддержку, которая у нас сформировалась с другой стороны. Это основная поддержка находится вот 22 600. Ну и дальше там имеется сейчас определенная разрядка. То есть на выходных днях, как правило, стаканы разряжают для того, чтобы рынок немножко отдохнул, подышал. Потому что крупные участники и представители рынка, они как бы отдыхают. Рынок находится под контролем, зажимает плитами с двух сторон и не дают цене особо двигаться. Ну, то есть редко бывает, когда в выходные дни возникают какие-то импульсные формации в продолжение тренда. Поэтому основное сопротивление идет в области 23 тысячи, 23 500 на данном этапе. Ну, как будет дальше развиваться цена, будем смотреть, достаточно интересно. Я обратил внимание, что у нас есть, уже стали появляться границы верхних блоков, это до 100 тысяч, да. И с другой стороны мы с вами видим внизу очень большой блок на 12 тысяч, 5 тысяч монет. То есть при всем том, что мы сейчас показываем восходящую структуру, этот ордер стоит уже там достаточно давно. То есть кто-то стоит и упорно ждет прихода цены в область 12 тысяч. Будет это или не будет, мы не знаем, но кто-то стоит, светит, это реально лимитные ордера.
реальные заявки по рынку, соответственно, мы должны это с вами хотя бы в голове своей держать. Что касается волн, значит, мы получили поступательно восходящее импульсное движение в рамках третьей волны. Вот она длинная, сформирована, красивая такая у нас легла. Можем померить ее по расширению по Фибоначчи, что в итоге. Она легла в области значений 2,618. То есть в рамках волновой теории Эллиота третья волна имеет свое свойство растягиваться. Ее нормальное ценовое значение это 1,618, 2, 2,618. Фактически мы сейчас находимся в рамках постановки последней заключительной пятой волны в рамках третьей волны. Я это написал в телеграм-канале в последнем посте, вы можете с этим ознакомиться. То есть у нас сформирована какая-то коррекционная фаза 3-4. Ну и дальше последний импульс в рамках пятой волны. Поставлен он до конца или еще будут выносить стопы, ну, этого не знает никто, но, по крайней мере, рынок имеет свойство выносить любые позиции поверивших в вечный рост или в падение. То есть важно понимать то, что рынок изменил свою структуру с нисходящую на восходящую. То есть мы начинаем пробивать все ключевые сопротивления. Давайте посмотрим, что у нас по неделькам формируется. Вот, основная трендовая, которая является фактически там почти полуторагодовой с ноября месяца. Мы ее начинаем пробивать. То есть, ребята, это говорит о том, что рынок настроен достаточно побычий, да. Ближе к концу месяца мы будем подходить и изучать, что у нас по концу месяца вырисовывается, но пока все достаточно выглядит в сторону повышающей тенденции. Итак, что с точки зрения волн Эллиота у нас рисуется? Значит, мы формируем третью волну, далее у нас должна быть коррекция в рамках четвертой волны. Четвертые волны, они имеют свойство быть 38-50% от первой волны, соответственно, вот наша ключевая зона, от которой может начаться развитие заключающейся пятой волны роста. Да. Куда пойдет пятая волна, сейчас сложно сказать, потому что у нас не сформирована еще окончательная третья фаза, третья волна, которая перерастет в коррекционную фазу. Коррекционная волна четвертая обычно ложится в область коррекции АБЦ, состоит из трех подволн. Ну и далее пятиволновая структура в рамках пятой волны. Ну, безусловно, сейчас пока рано об этом говорить, но тем не менее, с учетом того, как рынок себя ведет, как формируется, то есть мы можем получить некую коррекционную фазу, вплоть до, ну, скажем так, до февраля месяца она может реализовываться, да, и дальше уже по факту будем смотреть то, с чем мы имеем дело. После финальной стадии роста можно ожидать опять-таки коррекционную стадию волны АБЦ. Ну, соответственно, мы с вами помним, да, про ту же структуру краба, который может растянуться еще немножко выше. И это все может быть поставлено в рамках той же пятой волны с построением определенных диагональных моделей, которые соответствуют там многим параметрам уровня Фибоначчи. Ну и далее развитие какой-то коррекционной фазы. Опять-таки, если вернуться к структуре краба, я говорил о том, что по данным паттернам целевые зоны всегда находятся в области начала исходного состояния импульсной формации. Поэтому основная зона поддержки это 17 тысяч. Придем мы сюда или нет, безусловно, говорить рано пока и преждевременно. Но какую-то коррекцию получить к 50% всего этого восходящего импульсного движения мы можем. И только тогда у нас может начаться уже дальнейшее поступательное развитие пятиволновой структуры роста. И все будет гармонично укладываться, если все это реализовать. Вот то, что мы сейчас видим в форме краба в виде постановки волны 1. Далее коррекция в виде коррекционных волн АБЦ куда-нибудь в область 50-60% от этого всего импульса. И дальше уже формирование длинной третьей волны, которая может унести нас гораздо выше и дальше. То есть за этим мы будем смотреть уже, я так предполагаю, в феврале месяце.
Более того, под конец месяца выпущу специальный ролик со стратегическим, скажем так, видением того, что может происходить. Но в целом все рисуется пока достаточно по бычьи. То есть да, мы можем увидеть какую-то заходную модель снижения и дальше финальную стадию роста. Будем смотреть, будем разбираться с этим моментом. Более того, у нас еще есть очень важная такая зона гэпов, да, так называемых, образованных в результате вот этих сильных импульсных формаций. То есть у нас большая зона гэпа находится в районе 20 тысяч незакрытой, и второй гэп это 16 900. Безусловно, это является тоже определенным магнитом движения цены, то есть рынок не любит оставлять эти дырки. Ну, соответственно, у нас есть еще два незакрытых гэпа в области 9-11 тысяч. Соответственно, ну, и есть также сверху гэпы, да, образованные. Вот у нас зона 28-26 тысяч, незакрытый гэп 35-33 тысячи. И вот незакрытый гэп самый высокий в области 53 тысяч. То есть эти зоны рынок все равно спустится когда-нибудь проторговать, закрыть, и как сверху, так и снизу. Вот мы в моменте видим уже возникновение определенного импульса, несмотря на то, что сегодня выходной день. Это то, что я говорю, то, что рынок сейчас очень сильно взбудоражен происходящим, подключаются лонгисты выходного дня. То есть я считаю, это достаточно опасно в данный момент времени делать, то есть получить движение какое-то, не знаю, даже вплоть до 1000 роста вверх и получить несколько тысяч движений вниз, ну, согласитесь, это очень большой риск. То есть двигать цену на каком топливе, за счет каких ресурсов, ну, то есть за счет тех стопов, которые были выставляются за уровнями. Но мы видим, какой стоп тут не ставь, он фактически выбивается просто за несколько часов там или за сутки. То есть, ну, искать какие-то себе приключения совершенно не стоит. Давайте еще посмотрим эфир. Эфир формирует, в принципе, аналогичную структуру. То есть у нас есть такая же модель. Ну, кстати, эфир выглядит достаточно сильнее. Я рассказывал про эфир, то, что целевая зона у него глобально находится в районе. Сейчас мы посмотрим. $6000. Эфир выглядит сейчас посильнее биткоина. Он растет сильнее и снижается сильнее. Но в данный момент времени мы видим, что эфир очень-очень позитивно заряжен. Так, где-то моя волновая структура по нему. Мы подбираемся уровень за уровнем, да, к тем же блокам. Кстати, глобальную трендовую сопротивление, я думаю, что мы уже тоже пробили по эфиру. Локальная пробита, глобальная, сейчас посмотрим. Ну, где-то плюс-минус мы к ней подбираемся. Ну, мы с вами видим, что у нас есть две области фактически имбалансов. То есть где-то $1750, $1800 верхняя граница. Ну, следующая точка у нас $2000. Если мы пробиваем эту трендовое сопротивление, то видно, что мы идем в рамках достаточно большого импульса, который идет по эфиру. Ну, соответственно, у эфира есть все шансы при построении пятиволновой структуры вверх увидеть зону около 6000, то есть перебивая вот этот вот хай. Более того, по эфиру я говорил, что эфир по отношению к биткоину выглядит достаточно сильно. Он уже полгода там или более даже формирует с июня, с мая даже 2021 года формирует такую интересную структуру восходящую, при пробитии которой он имеет все шансы пойти закрывать вот эти вот, тестировать, вернее, эти области ценовых значений. Ну, соответственно, если эфир по отношению к битку выйдет за границы сопротивления, то он может ожидать достаточно сильный импульс, в том числе по отношению к USDT. Итак, я думаю, что основные моменты мы рассмотрели. Рынок прямо в моменте очень сильно оживает, показывая прям какой-то феноменальный рост в субботу. 2% дает биткоин.
0,5% дает эфир, то есть он с опозданием пока идет, но мы с вами видим, что доминация битка самого начинает сильно расти, уже 44,3%, то есть мы в режиме онлайн видим, что происходит, и резко стала снижаться сегодня доминация USDT, то есть на рынке пока присутствует большой оптимизм в виде тех участников, видимо, кто не торговал всю рабочую неделю, пришли и увидели, что они не успевают на последний поезд, который мчится вверх. То есть, ну, безусловно, делать это крайне опасно. Вот интересная информация, за которой они сейчас идут. Ну, опять-таки, если они не реализуют, скажем так, коррекцию какую-то в виде четвертой волны, ну, значит, тогда какую-то модель у нас будет растянутая третья, и в любом случае будет ожидать четвертая. Ну, вот последняя зона сопротивления, за которой стоит тоже сосредоточена определенная ликвидность. Значит, область 25-200 выступает последним рубежом. Ну, соответственно, конечно, интересу крупного представителя снять ликвидность за этими значениями ценовыми, это область сопротивления такого. Ну, пройдем ли мы ее с первого раза, непонятно, но тем не менее выглядит все достаточно очень уверенно и большими темпами идет цена, показывая полнотелые свечи, объемы и так далее. Все, ребят, всем желаю хороших выходных. Будем разбираться с рынком уже с понедельника. Выходные дни это то время, когда рынком очень умело манипулируют, поэтому будьте аккуратны, лучше вы это время посвятить семье и отдыху. Всем хорошего дня, всем пока.